Всем привет, с вами Руслана, и сегодня я буду повторять макияжи из Pinterest. Не уверена, что у меня что-то получится, но я хочу попробовать. Ну и смысла тянуть я не вижу, сейчас покажу первый макияж. Я даже не знаю, сложный он или нет, потому что некоторые кажутся легкими, а когда их повторяешь, у тебя ничего не получается. Поэтому я переживаю, здесь еще эти смайлики рисовать надо. Мне кажется, это вот реально сложно. Ну, посмотрим. Я сейчас поняла, что у меня маленькое зеркало, я ничего не вижу, поэтому придется одеть линзы сейчас. Я помыла руки и хочу попробовать их одеть. Я не знаю, получится ли это сделать это на камеру, но я попробую. Линза. Все. Вторая, они прозрачные, просто для зрения. Ну все. Теперь я хотя бы все вижу. Ну и давайте приступать к макияжу. Наносим тональную основу. Да, делает вид, что шарит, типа, за макияж. Консилер. Там на фотографии брови желтые. Я не знаю вообще, как это сделать правильно. В общем, сейчас что-нибудь придумаем. У меня здесь была полосочка на брови, она еще не до конца отросла. В общем, сейчас их надо закрепить, чтобы было легче красить. Я не знаю, будет это ошибка или нет, но я попробую. Мне это просто нужно сделать для того, чтобы цвет лучше наносился. Что она делает вообще? Не идет. Я знаю, что мне идет. Ну и теперь желтые тени наносим. Что я вообще делаю? По-моему, это должно не так выглядеть. По-моему, лучше делать вот такими вот прихлопывающими движениями, потому что иначе мы сейчас все, что делали, сотрем просто. Нет, ну в принципе на фотке было похоже, да? И сейчас вот самое сложное — это нарисовать вот эти вот смайлики. Я не знаю, в каких их именно местах рисовать, поэтому буду как-то уже на свое усмотрение. Сначала нанесу консилер на эти места, чтобы лучше цвет наносился. Страшно. Мне страшно, я сейчас же испорчу. Ну, в принципе, знаете, нормально. Если бы я рисовала это на камеру, получилось бы еще в 10 раз хуже, если вообще есть куда хуже. Короче, я это несколько раз переделывала и... Ну, руки из жопы, ну что мне поделать? У нее там еще нос розовый. Вот сюда, вот как я могла забыть. Сюда блестючку надо. Я люблю сюда добавлять блестючки. Я не знаю, надо или нет, но мне нравится. Ресницы точно. Ну и вот что у нас получилось. И знаете, мне в принципе нравится результат. Мне даже жалко это смывать, потому что я рисовала это достаточно долго. Особенно вот эти вот лица смайликов. Я не хочу это делать. Сейчас придется это все смывать, потому что это не последний макияж в этом видео. Я буду повторять еще. В общем, придется... Раз, два, три. Ну и теперь наши шикарнейшие брови надо смыть. Сейчас умоюсь и вернусь к вам. Я смыла макияж, и сейчас покажу вам второй. Ну и второй макияж. Здесь мне хотя бы не надо рисовать цветные брови. С бровями я решила не тянуть, они уже готовы, потому что я опять буду 10 лет рисовать на щеках рисуночки, в этом случае облака. В общем, давайте приступать к облачкам. А знаете, что я забыла? Я забыла вот эти вот розовые и оранжевые штуки, румяна. Ну капец, не шутер все стирать, что ли? Сейчас. Короче, я попыталась это как-то исправить, вот, добавить эти румяшки, не стирая облака. Сейчас это выглядит не очень, но я попытаюсь это исправить. Возьмем белые тени и вот так вот прихлопывающими движениями попробуем сделать поярче облака, чтобы они были более заметные.
потому что они как будто сливаются, не знаю. И вообще это не похоже на облака, это похоже на птичьи какашки. Давайте просто сделаем вид, что звездочки похожи на звездочки, а не на кресты. Как же я могла забыть про стрелки? Точно, сейчас мы их нарисуем. Ну или все испортим, или нарисуем. Я еще точно не знаю, как получится, у нас не получится. Капец. Я решила сделать немножко по-своему стрелки, потому что, мне кажется, они сюда подходят. В принципе, мне нравится. Теперь губы. Напоминаю, здесь вот такие вот губы. Вообще похожи на тени. Мне кажется, это сделано тенями, не знаю точно. Та-дам! И вот что у нас получилось. Я сейчас хочу переодеться, чтобы это больше подходило к этому макияжу. Опять смываем, но на этот раз мне не очень жалко, потому что первый макияж мне нравился больше. Раз, два, три. Я немножко ленивая, поэтому я не досмыла стрелки, потому что для последнего макияжа они нам будут нужны, но другие. А именно вот такой вот макияж и стрелки. Из всех троих Мне кажется, из всех троих это самый несложный макияж, хотя даже не знаю. От меня можно ожидать все, я могу просто там даже тени не смочь нанести. Тоналку, консилер я уже нанесла, так что давайте приступать именно к макияжу, который цветной. Ну, понимаете, да, о чем я? Честно, я не знаю, как я буду рисовать эти стрелки, они сложные. Смотрите, какая изящная стрелочка. Короче, сейчас я за кадром это сделаю, потому что так это невозможно. Это оказалось сложно, мне не получилось сделать так, как на фотографии, потому что, ну, реально сложно. Я немножко закруглила их, в общем, вот. Теперь приступаем к фиолетовым теням. Я думала, у меня глаз отвалится, пока я нанесу в этот внутренний уголок, потому что тени теперь у меня в глазах. Получилось грязно, я не спорю. Макияж уже не удался, но я сейчас доделаю, потому что еще губы, контуринг носа у нее на фотографии прям очень заметный. Еще плюс я дорисовала стрелки, тоже не очень получилось, ну ладно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой макияж у меня получился лучше всего. Мне кажется, что первый. Так, теперь губы. У меня губы не очень большие, поэтому я не знаю, как я буду это делать. Как-то выходить за контур, что ли. Ну и вот что у меня в итоге получилось. Пишите в комментариях, как вам. Мне кажется, ну, на 5 из 10, не знаю. И на этом все. Я наконец-то все сделала. У меня здесь такой срач, вы даже не представляете. Пожалуйста, поставьте лайк за мои старания. Пишите в комментариях, снимать ли мне еще такие видео. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Руслана. Всем пока-пока!